Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой корсет. И нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Alize Super Lana Classic. Здесь на 100 грамм 280 метров. И уйдет примерно половина моточка. Также нам понадобится для этой пряжи крючок 3 миллиметра. Берем нить и располагаем ее следующим образом. И вот здесь придерживаю. Берем крючок, заводим под нить и проворачиваем. Далее придерживаю перекрестие и начинаю набирать воздушные петли. Первая, вторая, третья. Стараюсь сильно не затягивать, но и не делать их очень рыхлыми. Четвертая. Всего сейчас я буду набирать 30 петель, и у меня в длину эта цепочка получится 15 сантиметров. Если у вас получается меньше, то вы можете набрать больше воздушных петель. Но учитывайте, что количество вот этих воздушных петель должно быть кратно 4 и плюс 2 петли. То есть у меня 28 кратно 4, и я прибавляю еще 2 петли. Поэтому у меня получается 30. То есть, еще раз повторюсь, количество петель изначально должно быть кратно 4, после чего вы прибавляете еще дополнительно 2 петли. Набрали, вот такая косичка у нас получается. То есть, изначально корсет будет 15 сантиметров, далее он будет уменьшаться до 10 сантиметров. Это для моего роста. Вы можете сделать и длину больше. Здесь уже на ваше усмотрение, но и рассчитывать нужно будет тогда самостоятельно. Далее приступаем к первому ряду и сначала набираем одну воздушную петлю подъема. И дальше начинаем провязывать столбики без накида. Они вяжутся вот таким образом. Находим вторую петлю от крючка. Вот первая, вторая. Заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли, и мы их провязываем. Далее заводим крючок за следующую петлю. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли, и мы их провязываем. Находим третью воздушную петлю. И провязываем столбик без накида. Всего у нас должно получиться 30 столбиков без накида, так как мы с вами набирали 30 воздушных петель. И завершаю ряд вот сюда, где у нас узелок. Заводим крючок и провязываем 30 столбик. Если вот так закручивается, ничего страшного. И теперь самый сложный момент мы будем вязать по обратной стороне наших воздушных петель, подхватывая вот эти ниточки вот. То есть это наши воздушные петли. Теперь поворачиваю вязание вот таким образом. И нахожу первую воздушную петлю. Вот она. Заводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. И теперь эту же нить проводим через петлю на крючке. Далее набираем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. Далее мы будем делать отверстие для шнурка и будем провязывать полустолбики с одним накидом. Для этого делаем накид,
Заводим крючок туда же, где у нас находится воздушная петля, то есть за первую воздушную петлю. Вытягиваю рабочую нить, на крючке у нас 3 петли, и мы их провязываем все вместе. Далее опять делаю накид, нахожу уже вторую воздушную петлю, вот она у нас. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли, и мы их провязываем. Далее, чтобы у нас получилось отверстие для шнурка, мы делаем 2 воздушные петли. Первая, вторая. После чего пропускаем 2 воздушные петли на основном полотне, первая, вторая, и в третью сейчас будем провязывать. Делаем накид, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем. Полустолбик с одним накидом. Опять накид, провязываем полустолбик с одним накидом за следующую петлю. Теперь опять 2 воздушные петли, пропускаем 2 петли на полотне и в третью провязываем полустолбик. Опять накид и опять провязываем полустолбик. Так продолжаю до конца ряда. У нас должно получиться 7 отверстий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И ряд завершаем 2 полустолбиками. То есть для этого у нас и нужно было количество петель кратное 4 плюс 2 петли. И это как раз таки для вот этих 2 столбиков в конце ряда. Все, теперь набираем 2 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание, и сейчас мы будем провязывать ряд из полустолбиков. Всего у нас должно их будет 30 получиться. Приступаем к третьему ряду, и здесь нам нужно будет провязать 30 полустолбиков. Делаем накид и заводим крючок за первый столбик. Вот он у нас. Заводим крючок за обе стенки, то есть вот таким образом. Вытягиваем рабочую нить и провязываем полустолбик с одним накидом. Далее опять накид, находим второй столбик, вот он у нас. Заводим крючок, вытягиваем и провязываем. Далее у нас 2 воздушные петли, будут также считаться за полноценные столбики, поэтому мы в эту арку провязываем 2 полустолбика с накидом. Накид, заводим крючок, вытягиваем и провязываем. Опять накид, в арку провязываем полустолбик с одним накидом, уже второй. Накид, находим первый столбик, вот он у нас. Заводим крючок и провязываем. Далее второй столбик. После чего провязываем 2 столбика вот сюда, в это отверстие. И таким образом продолжаем до конца ряда. Начинаю провязывать последние 2 столбика. Вот он у нас первый. И второй, вот где. То есть не потеряйте. Заводим крючок, подтягиваем и провязываем. Все, самая сложная часть уже позади. Сейчас мы будем делать убавки, чтобы у нас корсет немножечко сужался. Поэтому набираем 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. И теперь мы будем вязать за задние стенки петель. Делаем накид и заводим крючок за первый столбик. Вот он у нас. Вот наши 2 воздушные петли и вот столбик. Только за заднюю стенку. Но здесь нам в начале ряда нужно провязать убавку. Поэтому мы вытягиваем рабочую нить, но пока не провязываем. Делаем опять накид, заводим крючок за следующий столбик. Вытягиваем рабочую нить, и у нас на крючке получается 5 нитей. Мы их все за один прием провязываем. Таким образом, убавка у нас провязана. Далее мы вяжем
полустолбиками до крайних 2 петель. Также за заднюю стенку обязательно считаем, чтобы не пропустить какие-то петли. Теперь вяжем, пока у нас вот здесь в конце 2 петли останутся не провязанными. Провязали, и теперь вот здесь осталось у нас в конце ряда 2 столбика. Опять делаем накид, заводим крючок за первый, вытягиваем рабочую нить, накид, заводим крючок за второй столбик. Также за заднюю стенку только вытягиваем рабочую нить, на крючке 5 петель, и мы их провязываем все вместе. Далее 2 воздушные петли подъема и разворачиваем вязание. 5 накид, делаем убавку в начале ряда. И в конце ряда также делаем убавку. Всего должно получиться 5 убавочных рядов. Увидимся, когда эти 5 рядов будут готовы. Провязали 5 рядов с убавками, и далее мы будем вязать просто поворотными рядами, уже без убавок, относительно вашей талии. Разворачиваю вязание и провязываю полустолбики, начиная с первого до конца ряда. Всего сейчас в ряду у нас получается 20 столбиков. Вяжем до нужной вам длины. Не забываем то, что у нас с другой стороны еще у корсета будет такая же часть. Поэтому здесь примеряйте и смотрите, какое количество рядов нужно провязать вам. Все, здесь уже никаких убавок не делаем. Провязали. У меня получилось 60 рядов. И сейчас от вот этого момента убавок у меня провязано 48 сантиметров. Далее нам нужно как бы опять провязать вот эту деталь, но уже в обратном порядке. Для этого сначала мы поворачиваем деталь вот таким образом, чтобы косичка смотрела на нас. То есть не вот эта часть будет лицевой, а вот эта. Кладем. И нить рабочая у нас должна находиться снизу, чтобы когда мы провязали последний ряд, у нас вот эта косичка по вот этой стороне также была на лицевой стороне. Все, теперь приступаем к прибавлениям. Сейчас мы будем провязывать 5 рядов с прибавками. Набираем опять 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и в первую петлю провязываем 2 полустолбика с накидом. Первый, и сюда же провязываем второй, таким образом у нас получается прибавка. Далее вяжем по одному полустолбику с накидом в каждую петлю, и в последнюю петлю ряда мы также будем провязывать прибавку. То есть прибавка у нас состоит из 2 столбиков. Дошла до последней петли ряда и сюда провязываю опять 2 полустолбика с накидом. Первый и второй. Благодаря прибавкам мы опять вернемся к 30 столбикам, которые у нас были изначально. Опять набираем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и в начале ряда вяжем прибавку. Первый столбик, сюда же провязываем второй и в конце ряда также провязываем прибавку из 2 полустолбиков с одним накидом. Таким образом нам нужно провязать 5 рядов такими прибавлениями. Точно так же мы с вами вязали в начале, то есть тоже 5 рядов. Но в том случае это были убавки. Довязываем эти 5 рядов самостоятельно. Первый мы уже провязали, сейчас находимся на втором. Довязываем второй и вяжем еще 3 ряда. Провязали, и теперь симметрично другой части мы провязываем один ряд, просто состоящий из 30 полустолбиков с одним накидом. Накид, нахожу первый столбик и провязываю.
Далее будем провязывать отверстие для шнурка. Набираем 2 воздушные петли. И в этом ряду мы будем вязать уже за обе стенки петли. Делаем накид, заводим крючок за первый столбик, подхватывая обе стенки. Вытягиваем и провязываем. Первый и второй, также за обе стенки. Набираем 2 воздушные петли, накид, пропускаем 2 столбика, первый, второй, и в третий начинаем провязывать. Первый и второй. Далее опять 2 воздушные петли, накид, пропускаем опять 2 столбика, первый, второй, и начиная с третьего провязываем. Первый столбик и второй столбик в соседнюю петлю. Продолжаем так до конца ряда. И завершаем ряд 2 полустолбиками. Приступаем к заключительному ряду. Он будет состоять из столбиков без накида, поэтому в начале ряда мы набираем только 1 воздушную петлю подъема. Разворачиваем вязание и также начинаем провязывать за обе стенки. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем. Заводим крючок за следующий столбик и также провязываем столбик без накида. Где 2 воздушные петли, туда заводим крючок в арку, вытягиваем и провязываем первый столбик без накида и сюда же второй. Довязали, после чего обрезаем нить, оставляя кончик для того, чтобы спрятать. Вытягиваем. И все, деталь готова. Далее остается сделать шнурок. И он вяжется точно так же, как мы с вами набирали воздушные петли в самом начале вязания. То есть набираем длинную цепочку из воздушных петель. У меня получается около 130 сантиметров. Вот такая длинная. То есть это просто воздушные петли. Далее вытягиваем нить, обрезаем. И теперь на изнаночной стороне нужно нить закрепить. Далее нить обрезаем. Далее нам нужно все нити закрепить на изнаночной стороне. И вот такой корсет у нас получился. Если ролик вам понравился, то не забывайте его поддерживать лайком и комментарием. Всем пока!